Dreamy U20 – это облегченная версия Z10, который недавно был на обзоре. Не такая мощная, без дисплея и станции самоочистки, зато стоит от 17 тысяч в сетевых магазинах. Пылесос сделан из таких же качественных материалов, как его премиальный прародитель. Приятный пластик, качественная сборка. Помимо универсальной насадки, в комплекте моторизованная для мебели. Диван в обиде не останется. За такие деньги предложение выглядит удивительно привлекательным. Распакуем Dreamy U20 и рассмотрим со всех сторон. Сделаем замеры и погоняем по разным покрытиям, чтобы выявить все преимущества и недостатки данной модели. Первым делом извлекаем из коробки тушку пылесоса, красивая, кремово-кофейная. Основную насадку для пола, старую добрую насадку для мебели, насадку 2 в 1 со сдвижной щетиной, прочную металлическую трубу, адаптер для зарядки, переходник не понадобится, держатель для пылесоса с отверстием для шнура питания, дюпели для крепления к стене, книжку для вечернего чтения на русском языке, гарантийный талон от магазина, если покупаете в РФ. Учитывая стоимость пылесоса, комплект поставки щедрый, а запасные фильтры можно докупить на маркетплейсах. На силу всасывания пока можно не смотреть, позже сделаем замеры, а в остальном характеристики скромные, такие же, как ценник. Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Дважды в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать» в закрепленном посте. Подборки и детальное сравнение, горячие цены и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. Dreamy U20 сделан в форме бластера. Если у вас хорошее воображение, можете побегать по квартире и поохотиться за котом. Рукоять с хорошим балансом. Сверху мотор, внизу батарея. Пылесборник продольный. Чтобы вытряхнуть мусор, его нужно каждый раз вынимать из посадочного места, извлекать сепаратор и лишь после этого вытряхивать в корзину. Ставь лайк, если тоже любишь вертикальные пылесборники с быстрой выгрузкой. Если хитрая пылинка решит преждевременно убежать из Алькатраса, ей придется преодолеть 5 заслонов. Юбка. Она останавливает комки волос и крупный мусор. Мелкоячеистая сетка. Британские ученые подсчитали, что она удерживает 97% собранного мусора. Микроциклоны, пролететь через которые чертовски сложно, но даже если получится, придется пробираться через многослойную мембрану, а затем и сквозь HEPA-фильтр в моторном отсеке. Класс неизвестен, шелестит так же, как большинство аналогов. В общем, шансы на побег минимальны, аллергики снимают респиратор. Еще один плюс – колбу, сепаратор и фильтры можно промыть под краном. Батарея быстросъемная, с фиксатором. Гнездо для адаптера находится в батарее. Это плюс. Можно снять с пылесоса и зарядить на тумбочке. Характеристики можете изучить в стоп-кадре, а я лучше расскажу про управление. Указательный палец однократным нажатием запускает мотор. Кнопка переключения режимов находится в торце, но чтобы дотянуться до нее большим пальцем, нужно сперва украсть Рождество у американских детей. Так что придется задействовать вторую руку. Всего в наличии 3 режима без автоматического переключения. Чем больше точек горит, тем выше мощность. Все максимально просто. Теперь пройдемся по насадкам. Основная насадка такая же, как у пылесосов R-серии. Тяжелая, с мощным бампером и большими колесами. Углы поворота ограниченные. Вертикальной парковки не предусмотрено. В бампере светодиодная подсветка и заслонка для крупного мусора. На подошве опорные ролики, которые забиваются волосами, полоса для мягкого хода по полу и универсальный роллер с мягкой и жесткой щетиной. Перед раструбом установлены зубчики, чтобы роллер очищался в процессе вращения. Насадка для мебели классического типа, с поворотной рамкой и щетинистой щеткой. Чтобы рассмотреть ее, понадобится 10 рублей и ничего, кроме ловкости пальцев. Щетина густая, средней жесткости. Собирать с дивана шерсть должна хорошо. Щелевая насадка продуманная. Можно смести со стола мусор, а можно убрать щетину и пропылесосить между подушками дивана. Для этого на носике сделали перфорацию. Подытожим первое впечатление. Несмотря на умеренный ценник, Dreamy U20 порадовал качеством исполнения. Приятный мягкий пластик, по ощущениям похожий на софт-тач. К сборке претензий нет, в патрубке люфт практически отсутствует. Возле лапы есть небольшой просвет, но в пределах нормы. В полном сборе стандартный вес для пылесосов Dreamy – 2,7 килограмма. Хотелось бы на 200 грамм меньше, но разница не критичная.
Работать с пылесосом удобно, хоть насадка и не самая маневренная. Синяя подсветка – большой плюс. Она показывает каждую соринку на полу, даже на сниженных оборотах ничего не пропустишь. Энергоэффективность ниже среднего показателя на 13%. На максималках заряда хватает на 10,5 минут. В среднем режиме можно рассчитывать на 20-30 минут. Достаточно, чтобы пропылесосить квартиру площадью 80 квадратов. Ну а если у вас двухэтажный дом с гардеробом и библиотекой, докупите еще одну батарею. Пылесос сравнительно тихий, в пределах 70-72 дБ, в зависимости от выбранного режима. Гул мотора рисковатый. В первых режимах отчетливо слышно моторчик насадки. Обычное дело для бюджетных пылесосов. Для оценки мощности проверяем скорость воздушного потока. Здесь все более-менее привычно по меркам недорогих пылесосов Dreamy – от 12 до 28 метров в секунду. Средний показатель у протестированных пылесосов – 30 метров в секунду. Бывает как на 10 меньше, так и на 10 больше. Теперь замеряем разряжение. В первом режиме оно очень слабое, всего 5 килопаскаль. Максимальное значение, которое зафиксировал манометр, 21,8 килопаскаль, что почти соответствует заявленным в характеристиках данным. В целом, мощность средняя с минусом, и щелевой стенд подтверждает такую оценку. Первый режим почти бесполезен. 2, максимум 4 мм, и то с большим трудом. Во втором режиме уверенно чистит 2 и 4 мм, местами 6 мм. Ну а на максималках вытягивает все остальное, включая сантиметровую щель. В теории для гладкого пола и ковролина такой мощности должно хватать. Посмотрим, как это выглядит на практике. Второго режима достаточно для уборки сильно загрязненного ламината. Мелкий мусор пылесос заглатывает на ура, а крупные соринки должны попадать строго по центру, где открыта заслонка, иначе насадка просто толкает вперед. С этим же связаны проблемы при уборке вдоль стены. С поставленной задачей удалось справиться за 3 прохода, при среднем результате 2 прохода у аналогов. На ковролине я включил максимальную мощность и уложился в те же 3 прохода. Основное пространство вычистил полностью, ни песка, ни крошек не осталось. Из углов соринки достать не получилось, там придется задействовать щелевую насадку. Тяжелый ковер удалось привести в порядок за 8 проходов. Средний показатель. То же самое можно сказать и о качестве уборки. Поверхность почистил хорошо, частично вытянул мелочевку из глубины, но не всю. Для таких задач все-таки нужен моторчик помощнее. После тестов щетка чистая, волосы не намотались, хотя в пылесборнике их достаточно. Регулярного обслуживания насадки не требуется, это плюс. Из дополнительных насадок особого внимания заслуживает мебельная. Ее мягкая щетка работает гораздо тише, чем щетка с ламелями. Никакого рычания и газонокосилки. При этом шерсть она собирает куда эффективнее. За 10 минут половина колбы. Насадка 2 в 1 чудес не показывает, но со своей задачей справляется. Можно собрать пыль со стола или у плинтуса. Подведем итоги. Dreamy U20. Пылесос с качественным пластиком и хорошей сборкой, и классическими недостатками бюджетной модели. Не самый удобный пылесборник, зато многоступенчатая фильтрация. Не самая маневренная насадка, зато с крутой подсветкой. Не самая высокая мощность, но справляется практически с любыми задачами. Главное достоинство пылесоса – мебельная насадка. Щетинистая щетка гораздо эффективнее щетки с ламелями. По системе оценки Бестроба Dreamy U20 набрал 51 балл. До 20 лучших не хватило всего 4 позиции. Пылесос подойдет для глубокой уборки ковролина в маленькой квартире. Пушистые жители приветствуются. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и поставил лайк под роликом. А на сегодня у меня все. Пока-пока и до новых обзоров.